Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такие бантики на елку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится лента разного размера. Думаю, буду говорить размеры сразу по ходу работы. Буду использовать шаблон, он у меня 10 сантиметров. Вот такой фатин, немного кружева, ну и, конечно, стразы. И начнем работу с самого обыкновенного бантика. Я беру шаблон 10 сантиметров, закалываю. Я уже не раз показывала, как делать этот бантик. И вот так прокручиваю. Лишнее отрезаю и закалываю. Ленту для бантика я использую 3 сантиметра. Чтобы сэкономить ваше и мое время, и бантик я уже прошила, и вот показываю, как делала проколы. Более подробное видео есть на моем канале, ссылку я, конечно же, оставлю. Мы все затягиваем и закрепляем. Бантик готов. И, конечно, не забываем перетянуть бантик тонкой лентой. И сейчас приступим к фатину. Я беру фатин 14 на 14. Вот у меня отрезок. Перегибаю вот так пополам. Беру иголку и просто собираю его на нить. Чтобы узелок не убежал, я вот делаю вот такую закрепку. И просто вот такими стежками собираем. Ничего сложного. Также все затягиваем сейчас. Сейчас разделю на две части. Собираем и делаем узелок. У меня 5 отрезков, размер ленты 4 на 14 сантиметров. И теперь каждый отрезок я вот так перегибаю пополам и прошиваю. Делаю равномерно 6 стежков. Все 5 отрезков. И продолжаю работу. 5 отрезков я собрала на ленту. Вот так перехватываю их. Теперь закрепляю все вместе и делаю узелок. Лишнюю нитку отрезаю и теперь вот так расправляю. Отрезок ленты 4 на 40. Вот у меня. И я уже тут заранее подготовила угол, под которым я буду укладывать свою ленту. Я беру эту ленту и вот укладываю. Это чтобы у меня все бантики были одинаковые. Я уже заранее... Если вы сами делаете, вы просто берете и вот сами определяете вот этот угол. Так, чтобы у меня все бантики были одинаковые. Вот я все это измеряю. Перехватываю и теперь подклеиваю вот здесь и вот здесь. Для вешалки я использую ленту 3 миллиметра 24 сантиметра. И складываю петельку. Все, чтобы у меня ровно было. Вот. Теперь беру клей, наношу его сюда и подклеиваю. Даю закрепиться. Теперь беру 5 отрезков сшитых и вот сюда наношу клей и подклеиваю их на вот эти флажки и даю закрепиться. Теперь беру ленту 1,5 на 35 сантиметров и тоже складываю вот такой красивый флажок. Слежу за тем, чтобы лента была посередине примерно хотя бы. Вот здесь. Перехватываю и закрепляю. Наношу клей и подклеиваю свою ленту.
Даю закрепиться. Теперь беру фатин, также наношу сюда клей и подклеиваю фатин и даю закрепиться. Теперь беру свой бантик, примеряю, смотрю, сколько мне надо отрезать края. И, конечно, обрабатываю огнем с одной стороны и с другой стороны. Я не подрезаю сразу вот эти края, когда делаю бантики. Это уже в процессе работы. Наношу клей на фатин и подклеиваю бантик. Даю закрепиться. Беру тонкую ленту, примерно 40 сантиметров, и складываю красивую петельку. Подклеиваю немного, закрепляю и подклеиваю на бантик. И даю закрепиться. Теперь проверяем, все ли у нас подклеено. Если нет, добавляем клей и подклеиваем, чтобы у нас нигде в воздухе ничего не висело. Теперь я немного решила подрезать фатин, чтобы у меня лучше были видны вот эти нижние лепестки. С одной стороны и с другой, буквально на 5 миллиметров. Так, лишнее убираем. Все от клея также убираем. И теперь подрезаем края. Я чуть-чуть покороче их сделаю. Конечно же, все обрезаем и обрабатываем огнем. Я делаю такой как бы каскад. Короче, короче и третий еще короче. И также поступаем со второй стороны. Сразу же обрабатываем огнем, чтобы у нас нигде ничего не распустилось. И теперь подклеиваем стразы на фатин. Как приклеить, чтобы у нас не испачкалась нижняя часть? Я обычно беру страз, наношу клей и вот так пальчиком придерживаю под фатином. Подклеиваю страз. Даю немного закрепиться, чтобы клей подсох. И убираю. С руки я потом уберу все это. И ничего не пачкается. Беру следующее. Подклеиваю. Немного держу. И убираю. И так продолжаю работу. Ничего сложного. Приклеила с одной стороны и переворачиваю бантик, чтобы мне было удобнее подклеить с этой стороны. Наношу клей, придерживаю и убираю. Продолжаю работу. И здесь я уже подобрала кружева. Немного их обработаю огнем, чтобы все лишнее вот это убрать. И подклею к бантику. Стараюсь подобрать кружева, чтобы они как бы равномерно были расположены. И сейчас клей как будто бы размазываю. Не наношу толстым слоем, а именно размазываю. С одной стороны и с другой стороны. Здесь я наношу клей прямо на кружева, чтобы лучше видеть, куда мне что приклеить. И когда мои кружева закрепились, я могу уже отодвинуть и подклеить там, где не подклеилось. Дополнительно бантики можно украсить стразами и вот такими большими каплями стразами. Это уже по желанию.
А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.